Мир в миниатюре. Так часто называют этот сравнительно маленький полуостров Крым. Здесь храмы и мечети, замки и дворцы, реки и озера, горы и равнины, леса и степи. Мы же отправляемся в крымскую саванну. Степь занимает больше половины территории полуострова. Недалеко от Белой скалы, где снимали фильм «Всадник без головы», тоже находится огромное степное пространство. Не так давно здесь была всего лишь полуразрушенная военная база. Но 4 года назад на ее месте появилось то, что до сих пор привлекает сотни туристов – парк львов Тайган. Кого здесь только нет. Хищники, птицы, копытные, обезьяны, тюлени и многие-многие другие. Есть и уникальный представитель животного мира. Например, ослозебр по кличке Телеграф, осел с полосатыми ногами. Его родители жили в одном вольере, и никто не подозревал, что из этого может получиться. Теперь он живет вместе со своей мамой. Самая большая коллекция амурских тигров – 2500 животных и птиц. За всем этим наблюдают всего 25 сотрудников. Я люблю всех животных, потому что каждое животное – это уникальное создание природы, они все очень интересны. Директор парка Олег Алексеевич Зубков. Именно он построил Ялтинский зоопарк «Сказка», а потом и парк львов Тайган. Я как создатель и директор этого парка живу буквально здесь, в парке, круглосуточно, одной жизнью со своими животными. А как же иначе? Питомцам Тайгана каждый день нужна забота и уход, не говоря уже о пище. Кстати, именно с едой и связана одна из особенностей Тайгана. Здесь, как и в ялтинской сказке, разрешается кормить всех. От гуляющих по парку павлинов до самых опасных хищников. Олег Зубков объясняет это так. Животные не такие бездумные существа, какими их представляют другие сотрудники зоопарков. Обезьяна съест с утра один банан, но второй, третий вы не заставите ее съесть так же, как я не заставлю вас это сделать. Если бы животные переедали, они бы переедали и в природе, и тогда бы мы наблюдали, как обезьяны залезли на финиковую пальму, наелись до беспамятства, попадали замертво вот с такими животами, но этого же не происходит. В Тайгане все время появляется потомство. Каждый раз здесь можно увидеть новых животных. Но на потомство никто останавливаться не собирается. Скоро здесь появятся совсем другие жители – индийские слоны. У нас есть для этого здесь территориальные возможности, есть желание, и есть желание наших посетителей видеть на этой территории слонов. Но что же здесь самое уникальное? В мире есть открытые зоопарки и есть те, где много потомства. Территория зоопарка 12 гектаров, но еще 20 гектаров занимает всего один вольер – со львами. Посетители могут наблюдать за хищниками с высоких мостков и также бросать им мясо. Но есть один недостаток – много деревьев и кустов. Именно там цари зверей и отдыхают от дневной жары. Отсюда увидеть всех львов, конечно же, очень сложно. Но в этом парке есть еще одна возможность это сделать. На территории сафари-парка можно остановиться на ночь в гостинице. Это позволяет гулять по закрытому зоопарку и наблюдать за его жизнью изнутри. Вечереет. Животные начинают вести себя активнее. Над огромным вольером ходить становится намного страшнее. Львы проснулись, и начинается то, что нельзя увидеть днем. Рык львов разносится на 8 километров. С наступлением темноты весь Тайган погружается в африканскую атмосферу. Этими звуками львы определяют территории своих прайдов. Но кроме этого можно увидеть и драку. Внутри вольера сам директор. Из Ялтинского зоопарка привезли льва и львицу. То, что вы сейчас видите, это почти то же самое, что и выпуск хищников в дикую природу.
Они выбегают из клетки, ищут или заводят себе прайд. Произойти может все, что угодно. Например, их могут не принять другие львы. Как это и случилось. Выпущенную львицу через полчаса убили. Таков закон джунглей. Выживает сильнейший. В сафари-парке наступило утро. Львы уже не шумят, но еще не ушли спать. Ровно в 10 часов начинается кормление. Но и от посетителей можно получить лакомство. Зоопарк открылся. Итак, главная тайна привлекательности тайгана. Самые отважные гости парка садятся в машину. За рулем сам директор. Ворота сафари открываются. Мы с вами заезжаем на территорию сафари. Будем выходить сначала по желанию, потом по требованию. Кого-то попросим остаться. Казалось бы, обычная шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Выходить придется всем. В этом и заключается смысл сафари в Тайгане. С первых секунд понимаешь, что Олег Зубков в прямом смысле со львами на «ты». Нет рекомендаций однозначных, как себя вести в той или иной ситуации со львами. Десятки нюансов, которые обязательно нужно учитывать ежедневно, находясь среди львов. Но в любом случае нельзя подпускать хищников к ногам и подходить спереди. Стоит забыть об этом, и сразу ситуация выходит из-под контроля. Как и произошло с игривой белой львицей Гердой. Аккуратно, аккуратно. То, что у меня получается, садиться верхом на больших львов, заходить в стадо, где 10 львов, или дерущихся львов разнимать, становясь между ними, и самое грозное оружие — это мой тапок или кепка. Это все получается уже достаточно много лет у меня. Я знаю каждого своего льва, знаю, на что он способен, как себя вести, как оставить запасные пути для выхода из той или иной ситуации, и ему дать возможность выйти достойно из ситуации, и самое главное — сохранить себя и посетителя. А ты себя прилично веди, помнишь, мы туристами не питаемся. Хороший, красивый такой. Так, вас как зовут? Влад. Иди сюда. Знакомьтесь, это тигролев Казимир, помесь тигра и львицы. Он попал сюда из цирка, в дикой природе такие животные не встречаются. Он не участвует в драках, поскольку не имеет возможности дальше размножаться, поэтому у него такая ровная шерсть, красивая. У него нет гривы, он значительно добрее, чем другие львы, крупнее. Для нашего парка, в котором показано все разнообразие тигриного и львиного царства, мы не против и таких особей, мы не Копенгагенский зоопарк, и мы не будем уничтожать там жирафа ради того, что он не может дальше воспроизводить потомство, что у него там нечистая кровь какая-то и так далее. Казимир, ты там кругами не ходи. Так и стал он жить здесь вместе со своими дальними родственниками. А главное, сколько позитива от общения с таким редким животным. И не только с ним. Например, где еще можно погладить лорда, 25-летнего бывшего вожака сафари? Сейчас его заменил более молодой лев Рыжик. В данный момент он, наверное, прячется где-то в кустах. А эти ребята прятаться не хотят. Вот, смотри, сколько мяса привез. Общайтесь. Так, ребят, подходим вот так. Не стесняемся, фотографируемся. Вот те, кто сзади стоят, тех съедят. Совсем молодые, но уже окрепшие братья Чук и Гек. Куда пошли? Девчонки, идите к нам. Олег Зубков на вопрос, были ли в парке несчастные случаи, обычно отвечает так: сегодня будет первый. Девушки, вовсе не страшно. Да-да-да, нет, все нормально. Все держится только на моих знаниях и поведении, и особенностей всех львов. Поэтому со мной это безопасно, и вы не попадете в лапы ко льву. Без меня вы просто беспризорно ходячая добыча. Но как бы неинтересно здесь было, пора садиться в машину. Любимый прием Цезаря был в прошлом году. Если я заезжал на открытом электромобиле или паровозике, он приходил и проходил вот так через ряд с живыми людьми. Да, просто так вот ему надо вот туда пройти. А здесь оказалась певица Алсу.
Оно так голос потеряло, на 2 часа ее водкой отпаивали, пока в себя пришло. А, не могу поехать отсюда. Все в хорошем настроении, значит, можно смело ехать дальше. Хотя... Да. Смотри, тетя. В некоторые моменты создается впечатление, будто львы слушаются Олега Зубкова, и он тоже их понимает. На самом деле это так и есть. Львы умеют разговаривать, и важно знать, понимать, что лев тебе хочет сказать. Выглядит это так, лев тебе говорит «вау, вау, 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 вау», что в переводе на человеческий означает, что не такая простая жизнь в сафари. Вот там 2 беспредельщика пришли и пытались меня избить ночью, покусать, но я выстоял, поэтому хозяин, защити, помоги. Я беру тапок и иду, утихомириваю тех 2 обнаглевших и подумавших, что они очень крутые парни, львов и так далее. На территории сафари обитает 5-6 прайдов. Это больше 60 львов. Было бы ошибкой назвать точно их количество. В любой день может кто-то родиться, кого-то могут выпустить, кого-то могут и убить. Так что придется ограничиться приблизительным числом. Остановка – заросшая часть бывшей военной базы. Еще улыбочку давай, улыбку. Здесь совсем другой настрой. Вот где как нельзя кстати может пригодиться знание львиного языка. Есть, когда львы что-то просят от тебя, есть, когда они жалуются, есть, когда они тебе угрожают. Вот когда мы подъезжали, и 2 львицы, я говорю, улыбнитесь, на самом деле они скалились. Вот, говорят, не подходи, а то съедим и тебя, и твоих посетителей. Вот этот язык зверей, их мимику, звуки, которые они издают, можно понимать, идентифицировать и знать, что они тебе хотят сказать, что они хотят сказать друг другу. Поэтому я считаю, что я знаю язык львов, потому что здесь, как минер может ошибиться 1 раз, так и директор сафари-парка, который ходит среди десятков львов, не имеет права на ошибку, либо эта ошибка может быть трагической. А вот и второй опасный случай. Олег Зубков сразу пришел на помощь. Даже не думай. Ногу убирай дальше. Ты не вот так это самое, ноги убирай. И вы убираете ноги. Все-таки нельзя забывать, что вокруг тебя хищники, а не домашние животные. Надо ожидать от них что угодно и быть начеку. Аккуратно, там ребенок пусть к окну не подходит, аккуратно. Следите за ребенком. Сейчас мы поедем искать Рому. Примерно мы знаем, где он. Но на всякий случай предупреждаю, что его могли убить. Вы можете это увидеть. Рома – это один из тех львов, которых выпускали ночью. Никто не знает, выжил он или нет. В последний раз его видели около небольшого каньона. Драки в тайгане бывают каждый день, так что неизвестно, что с ним могло случиться. Сейчас я быстренько поднимусь по этому молу, посмотрю за ним, нет ли его. А вы посидите, цветочками полюбуйтесь. Рома! Рома! Драки случаются между самками, потому что они женщины. Потому что у одной прическа не такая, иногда объединяется несколько львиц для того, чтобы подраться с другой, иногда даже убивают каких-то одиноких львиц. Вот. Львы дерутся за территорию, за самок, за мясо и тоже просто так. Вот. Поэтому каждый день посетители парка становятся свидетелями разных состязаний между львами. Иногда они становятся на дыбы, иногда шерсть летит клочьями, иногда бывают даже раны, вот, иногда и убивают. Но на этот раз повезло. Целый и невредимый лев Рома вместе со своим хозяином спускаются к машине. Как рассказал Олег Зубков, этот крупный самец сам должен будет найти еду и завоевать место в прайде. А может быть даже и создать свой. Для первого раза более чем достаточно, он хорошо себя ведет. Рома, я в следующий раз кусок мяса привезу тебе. Работа со львами – это не единственная сложность, с которой сталкивается директор тайгана. Есть бесконечные нападки на существующие парки, вплоть до закрытия их, под разными надуманными совершенно предлогами, от которых приходится защищаться, отбиваться.
Разбираться приходилось и с тем, как львы вообще сюда попали. Хотя все документы у парка есть. В память о том деле появилось вот это. Я поставил эту машину, сделал эту инсталляцию с разбросанными клетками и создал легенду, что один цирк перевозил клетки со львами. Машина попала в аварию, клетки распались, львы разбежались. Несмотря на трудности, Олег Зубков и сегодня продолжает свое дело. Я считаю, что зоопарки важны, зоопарки нужны, если зоопарки хорошие, добрые зоопарки, в которых не жалко зверей. Вот, считаю, что в моем зоопарке не жалко животных, они живут в хороших условиях здесь. Я считаю, что каждый город крупной России может позволить себе такое сооружение, как зоопарк. Просто нужно найти таких Олегов Зубковых, которые ночевали бы, дневали, которые любили бы животных, которые умели бы строить, защищать свои парки. Меня радует, что в Европе сегодня более 1500 зоопарков. А у нас в России всего несколько десятков. Это очень мало. И многие города-миллионники не имеют зоопарков. И, к сожалению, дети, население смотрят только это все по телевизору. И ни один телевизор не может заменить живого общения. Именно живое общение является основной идеей парка. Большинство посетителей, конечно же, с этим согласятся. Если уже вы приехали в Крым и включите в свой план досуга посещение парка львов Тайгана и Ялтинского зоопарка «Сказка», я скажу, что вы откроете для себя что-то новое, ранее неизвестное, и всегда будете потом посещать эти объекты. Здесь вы получите большое удовлетворение от общения с нашими представителями живой природы. Вот, думаю, что этот день вам надолго запомнится.